Итак, достаточно. Xn фундаментально. Доказать. Xn имеет предел. Имеет предел. Начнем с того, что докажем ограниченность фундаментальной последовательности. Любая фундаментальная последовательность является ограниченной. Это доказывается очень похоже на доказательство ограниченности последовательности, имеющей предел. Значит, вот что мы имеем. Это нам дано. Давайте выберем эпсилон равное единице. Для него найдется такое n, что на всех n и n, я давайте вот так буду писать, имеется в виду, что и m больше n большого, и n малое больше n большого. Не хочу два раза писать, это не нравится. Ну вот выполняется такая оценка. xn минус xn меньше. Так вот, я зафиксирую m. Зафиксирую m. Напишу, что это какое-то m0. Некоторое значение больше n. А вот n малое буду рассматривать произвольно. То есть, что я имею для любого n большего n большого? Что я могу сказать об элементе с индексом n малое? Я хочу доказать, что этот элемент равномерно ограничен, что найдется такая константа, вот, которая ограничивает модуль xn. Я перепишу это выражение так. xn минус xm0 плюс xm0. Ничего не изменил, правильно? Ничего не изменил. Это меньше или равно xn минус xm0 плюс модуль xm0. Да? Поскольку m0 больше n большого и n малое больше n большого, вот эта разность меньше. Кстати, тут я написал эпсилон по привычке. На самом деле мы же выбрали эпсилон равно единице. Да? Значит, это меньше единицы. А xm0 это какое-то число, да? Я не знаю какое. Факт то, что это фиксированное значение, потому что этот элемент я зафиксировал раз и навсегда. Ну, какое-то там положительное или даже 0, мне это не важно. Значит, получается, что вот эта сумма строго меньше единицы плюс модуль xm0. Вот это есть какое-то m. Да? Я только что доказал, что для любого n большего n большого все элементы нашей последовательности ограничены. Да? Найдется такая константа, видите, она от номера n не зависит, она выбирается одна для всех номеров, что xn как раз находится в интервале от минус n до n. То есть вот эта бесконечная часть нашей последовательности ограничена. Кроме нее еще есть конечная часть x1, x2 и так далее, xn большой. Да? Здесь мы, видите, эту оценку получили только для n, который больше n большого. А что с остальными? Ну, эта конечная часть обязательно является ограниченной, потому что она конечная. Да? Мы можем просто найти максимальное значение среди модулей, это и будет как раз оценка. Да? Мы уже такое делаем. Если взять конечную часть, она тоже ограничена, обязательно. Ну и тогда мы можем выбрать константу, которая обеспечит вот это наше неравенство xn меньше m, какой-нибудь там штрих, для любых натуральных n.
для любых натуральных. Взять вот эту константу, которая тут будет, и из этих двух взять наибольшую. Да? Ну вот вы можете вернуться к теореме о том, что сходящаяся последовательность ограничена. Вот там мы это немножко более подробно обсуждали, но в общем, идея та же самая. Итак, мы доказали, что любая фундаментальная последовательность является ограниченной. Ну, а раз так, то можем для нее применить теорему Польцана-Вейерштрасса. Она ограниченная, и поэтому из нее можно извлечь сходящуюся под последовательность. Значит, нам эта константа даже и не будет нужна. Значит, xn ограниченная, следовательно, по теореме Польцана-Вейерштрасса существует подпоследовательность YK, xnk, сходящаяся, когда k стремится к бесконечности. И вот мы получили, наконец, некое число. Да? У нас была какая проблема? Мы знали, что последовательность фундаментальная, да? А хотели доказать, что у нее есть предел. Но что это за предел, мы не знаем. Мы доказали, что последовательность является ограниченной. Значит, у нее имеется сходящаяся подпоследовательность. Мы эту сходящуюся подпоследовательность возьмем и вот обозначим ее предел буквой А. Так вот, оказывается, что это А одновременно является и пределом исходной последовательности. Значит, осталось показать, что xn как раз тоже стремится к А, когда n стремится к бесконечности. Оказывается, это так, и вот сейчас мы это докажем. Ну, что мы хотим доказать? На языке эпсилон. Мы хотим доказать, что для любого эпсилон найдется такое n, что для любого n большего n, xn минус a меньше эпсилон. Да? Вот сможем мы подобрать такое n, да, что для какого-то выбранного эпсилона, любого, да, сможем мы уже, взяв какой-то эпсилон, подобрать по нему такое n, что будет выполняться вот это вот соотношение. Если мы сможем, значит мы докажем, что исходная последовательность имеет предел, причем равный a. Ну, зафиксируем эпсилон. Зафиксируем какой-то эпсилон, и вот с ним будем возиться. Это мы хотим получить. А что мы знаем? Мы знаем, например, вот это. Да, вот это мы точно знаем. Что для вот этого эпсилона найдется такой номер. Давайте я его напишу n1. Потому что одним этим номером мы не ограничимся. Найдется такой номер n1, что для всех номеров больших этого номера наши элементы будут очень близки. Ну, как вы можете догадаться, я тут напишу эпсилон пополам. Да? Вот это мы знаем, это нам дано. Это нам дано. Значит, n1 для данного эпсилона мы можем выбрать. А что нам еще дано? Что нам еще дано? Еще нам дано, что вот YK-то имеет предел. Это уже мы знаем. Да? Давайте это запишем на языке эпсилон. Для этого же самого эпсилон найдется такой номер n2 натуральный, что по определению предела для любого k, ну почему k, потому что тут индекс k, да, чтобы вы не запутались, для любого k большего n2 YK минус a меньше эпсилон, ну я тоже напишу, конечно, эпсилон пополам.
по-другому написать. Я не хочу возиться с y. Я хочу, чтобы везде у нас были иксы. Ну тогда я могу написать так. Не yk, а x, n, k. Да? X, n, k. nk это некий индекс, связанный с нашей подпоследовательностью. Да? Какой-то, какой-то. Ну так вот, n1 мы можем подобрать для нашего эпсилона, n2 можем подобрать. И для этих n1 и n2 вот выполняются, соответственно, такие оценки. Выберу в качестве интересующего меня n вот такое значение. Смотрите. Максимально из двух чисел n1 и n малое с индексом n2. n малое с индексом n2 это какой-то индекс моей подпоследовательности. Вы помните, что у меня эта подпоследовательность строится по вот такому набору индексов. Да? Ну где-то там будет индекс, у которого его индекс будет равняться n2. Правильно? Вот я его и возьму. То есть это два каких-то конкретных числа, которые мне известны, которые я уже выберу из них максимально. Вот я утверждаю, что это как раз то n, которое мне и нужно. Теперь рассмотрим n, который больше n большого, вот этого. И я хочу показать, что вот этот модуль разности будет меньше эпсилона. Этот модуль разности будет меньше эпсилона. Что я сделаю? Я должен что-то вспомогательное добавить. Да? Что я добавлю? xn я оставлю. Здесь я возьму такую штуку. X с индексом n, с индексом n2 плюс 1. Ну, имею право. И прибавлю тоже x с индексом n, с индексом n2. Кстати, n2, да, мне кажется, что n2 хватит. Плюс 1. Минус 1. Я опять получил сумму двух разностей. Так, но это мне уже не нужно. Эта сумма оценивается через сумму модулей. xn минус xn с индексом n2 плюс 1. Знаете, наверное, все-таки n просто. Вот так. Даже проще будет. Меньше записывать. xn n плюс 1 минус а. Ну вот давайте смотреть, что у нас получается. Вот это n по условию больше n, ну и значит оно больше или равно n1. Так, это что у нас такое? X с индексом n плюс 1. Это больше n с индексом n просто
Это понятно. Почему? Так. А это больше, чем n Я хочу доказать, что вот эта штука тоже больше, чем n1. Больше, чем n1. Так, почему это так? Ну, на самом деле, это так вот по какой причине. Всегда справедлива вот такая оценка. Почему? Смотрите, что такое n с индексом n большой? Это n-й элемент, n-й индекс нашей подпоследовательности. Да? Сколько перед этим элементом стоит предыдущих индексов? n-1 штука. Да? И это все возрастающий индекс. Так что в лучшем случае этот n с индексом n будет равняться n, да, потому что перед ним стоит еще n-1 какое-то натуральное число. Ну, а если мы что-то будем пропускать, то понятно, что это будет больше, чем n. Да? Скажем, если мы выбросим половину элемента, да, то вот если этот элемент стоит на 10-м месте, то у него уже будет для старой последовательности номер 20. Да, ну берем, скажем, 2, 4, 6, 8, а половину выбрасываем. Тогда, значит, это будет у нас 10-й индекс, а значение у него будет 20. Вот, значит, всегда у нас n с индексом n большое будет больше или равно этого самого индекса. Ну, вот это как раз то, что мне и нужно. Раз это так, n, естественно, больше или равно n1, так, и получаем мы, что и этот индекс больше, чем n1, и этот индекс больше, чем n1. Ну, а если оба эти индекса больше, чем n1, то тогда эта разность меньше эпсилон попала. Значит, еще раз. Вот такая оценка. Вот такая оценка. Откуда я ее взял? Эта оценка просто-напросто следует из того факта, что перед этим номером у нас еще имеется n-1 каких-то номеров, каких-то индексов. Да? Даже если они идут подряд, этот номер тогда будет совпадать с n. Если мы там что-то пропустим, то тогда этот номер будет больше, чем n. Больше, чем. Ну, n1 меньше n2, меньше n3 и так далее, меньше nk. Что можно сказать про это n2? Он больше или равен 2, да? Он никак единицы быть не может равен, потому что вот тут в лучшем случае будет единица. Да? А если тут будет что-то больше единицы, то тут уже неизбежно будет что-то большее, чем двойка. Да? А это неизбежно больше, чем или равно тройке. И тогда, значит, это будет больше или равно k. Вот это я как раз хотел сказать. Ну вот. С первой оценкой мы разобрались. Это меньше, чем эпсилон. Ну, со второй оценкой будет попроще. Да? X, n с индексом n плюс 1. Это то же самое, что y с индексом n плюс 1. Да? Что такое n плюс 1? n плюс 1 строго больше n. Так. Это по построению больше, чем судя по всему, тут я даже несколько переборщил. Да? Несколько переборщил. Это, конечно, больше, чем
n2. Больше, чем n2. Так, ну-ка еще раз. Значит, вот у меня x с таким индексом, вот у меня индекс k больше, чем n2 надо, чтобы было. Или все-таки как раз таки все правильно? Как раз таки все правильно. Ну-ка еще раз. n с индексом n плюс 1 больше, чем вот. 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 n плюс 1 у нас больше, чем n2. Ага. То есть что? Получается, тут я мог просто взять n2, да? Вот так. Вот так. Вот так. В качестве n я мог взять просто максимальный из этих двух чисел. Тогда, значит, вот это будет больше, чем это. Значит, y здесь вот n плюс 1 будет больше, чем n2. А если этот индекс больше, чем n2, то, значит, вот эта разность будет меньше, чем эпсилон пополам. Вот так. Да, да, давайте. Значит, еще раз. Судя по всему, вот тут достаточно всего лишь так написать. Взять n в качестве максимума, взять n1 и n2. Теперь смотрим. Ну, это понятно. Это мы разбиваем, это мы разбили. Здесь, я уже, правда, это стер, но тут мы вроде бы аккуратно доказали, что все хорошо, что это меньше эпсилон пополам. Теперь рассматриваем это. То, что вот здесь я записал, это в точности y с индексом n плюс 1. Правильно? Так. Y с индексом n плюс 1. Что мы знаем относительно n плюс 1? Ну, даже это можно не писать. Да? Вот. n плюс 1 больше, чем n, разумеется. А n у нас больше или равен n2, потому что мы выбрали n как максимальный из двух чисел. Так? Это или n2, или n1, если n1 больше, чем n2. Так что вот этот индекс строго больше, чем n2. А для всех индексов нашего y, ну или что то же самое x, mk, для всех вот таких k, эта разность меньше, чем эпсилон пополам. Вот. Если вот этот второй индекс k больше, чем n2, а у нас именно так, то эта разность будет меньше, чем эпсилон пополам. И вот мы смогли, используя два известных факта, преобразовать исходную разность так, что она превратилась в два слагаемых, и каждая из них оценивается через эпсилон пополам. Значит, все это вместе оценивается через эпсилон. А это и была наша цель. Да? Мы должны были доказать, что для любого n вот эта разность меньше, чем эпсилон. Вот такая теорема. Если просто на словах еще раз описать идею доказательства, то идея такая. Мы пользуемся тем, что есть последовательность, которая имеет предел. Так. То есть есть некий набор элементов, которые к чему-то стремятся. И еще мы пользуемся тем, что все остальные элементы последовательности очень близки к этой подпоследовательности. Потому что, вот, видите, для большого номера все элементы нашей последовательности очень мало отличаются друг от друга. И вот этим мы как раз и пользуемся. Мы хотим доказать, что
xn и a, опять же, близки. Что мы делаем? Мы выбираем какой-то элемент нашей подпоследовательности, который с одной стороны очень близок к xn в силу фундаментальности, а с другой стороны он близок к a в силу сходимости. Тут вот только не запутаться и правильно выбрать вот это n, чтобы у нас гарантированно выполнялись обе оценки. Ну вот, вроде бы мы, даже если запутались, то не сильно. Да? В конце концов мы получили то, что мы. Выбираем максимально из этих двух значений. Это сложное, конечно, доказательство. Вы попытаетесь разобраться. По крайней мере, вы должны представлять себе идею, да, и этапы доказательства. Этапы простые сравнительно. Первое, мы доказываем, что наша последовательность ограничена. Потом мы сразу применяем теорему Больцана-Вейерштрасса и получаем сходящуюся подпоследовательность. Записываем этот факт для сходящейся подпоследовательности. А вот потом комбинируем эти два факта так, чтобы получить в точности определение предела для исходной оценки. Вот тут надо немножко повозиться. Ну вот, есть над чем подумать в течение следующей недели. Да? Так, ну и теперь мы начинаем новую тему, которая называется предел функции. Предел функции. Сегодня, я думаю, мы только успеем определение обсудить. Давайте этим займемся. Значит, какова наша цель? Какова наша цель? Последовательность — это тоже некая функция, да? Но у нее специально выбранная область определения. Это все натуральные числа. Вообще функция определена на некотором множестве e, как и последовательность она действует v. Да? И здесь уже мы можем выбрать какую-то точку из e и вот какую-то там точку а. И к ней устремить наш аргумент. Да? Вот здесь мы n могли устремить только к бесконечности. А здесь, в принципе, если у нас e это промежуток от минус единицы до единицы, то мы можем рассмотреть, что будет, когда x стремится к нулю. Да? X стремится к нулю. Причем даже не обязательно, чтобы эта точка А принадлежала e. Правда? Надо, чтобы мы могли к ней неограниченно приближаться, оставаясь в пределах e. Что тогда нужно потребовать для этой точки? Чтобы она была предельной. Вот если А это предельная точка e, то тогда мы можем для любой, сколь угодно малой окрестности этой точки выбрать элемент из e, который находится в этой окрестности. Да? Ну, то есть мы можем приближаться к точке А по каким-то элементам множества e. Причем не обязательно даже, что А принадлежит e сама. Между прочим, вот в этом случае, да, когда мы n устремляли к бесконечности, та же самая ситуация была. Чем является бесконечность для натуральных чисел? Это как раз единственная предельная точка этого множества натуральных чисел. Да? Какую мы окрестность бесконечности не взяли, какую бы, сколь угодно маленькую, то есть как бы мы далеко не выбирали начало этого луча, все равно в ней какое-то натуральное число да, окажется. Правильно? И вот, благодаря тому, что бесконечность это предельная точка натурального ряда, мы смогли определить предел, когда n стремится к бесконечности. Здесь мы можем рассматривать предел уже, когда x
То есть аргумент функции f стремится к чему-то конечному. Вот как определить, как дать определение предела уже функции в конечной точке какой-то. Вот я хочу некое наводящее соображение вам предложить. Давайте вспомним, как мы определяли предел на языке окрестностей для последовательности. Мы говорили так. Для любой окрестности А найдется такое натуральное n, что для любых n больших n, xn принадлежит окрестности А. Да? Вот тут возникала окрестность, а потом возникала еще вот эта точка n. Мы это определение вводили тогда, когда еще мы даже не знали, что есть бесконечные пределы, что есть окрестности бесконечных точек. А теперь я хочу вот это учесть. Вот у меня n, да? Вот все n, которые больше, чем n большое. Где они лежат? Они лежат в окрестности бесконечно удаленной точки, которая начинается вот с этой точки n большой. Да? То есть вот, когда я это написал, я мог еще написать так. Для любой такой окрестности А найдется такая окрестность бесконечно удаленной точки. Ну, ее, скажем, буквой V обозначу, чтобы она еще больше отличалась. Да? Что для любого n, принадлежащего вот этой окрестности бесконечно удаленной точки, xn принадлежала окрестности. Правильно? Это то же самое. Потому что любая окрестность бесконечно удаленной точки может быть представлена вот в таком виде, как некий луч, начинающийся в точке n большое, ну и продолжающийся вправо. Мы никогда тут не пишем плюс, но понятно, что мы идем именно к плюс бесконечности, потому что у нас натуральные числа. Да? Значит, вот в принципе можно было еще так это записать. Тоже вроде бы определение предела последовательности на языке окрестностей, но тут вообще у нас уже возникают две окрестности. Одна окрестность именно той точки, в которой будет предел, а вторая окрестность аргумента, окрестность бесконечной точки, к которой стремятся наши. Для последовательности нам это не требовалось, но прекрасно без этого обходились. Более того, мы чаще всего использовали язык симметричных окрестностей с эпсилоном. Да? А вот для функций, как раз, учитывая, что у нас теперь предел будет не для бесконечности, а для какой-то конечной точки, потом мы и про бесконечность поговорим для функций, сразу у нас будут возникать две окрестности. Ну а теперь давайте мы дадим определение предела функции на языке окрестностей и сравним с тем, что вот тут у нас получилось. Итак, определение предела функции на языке окрестностей. Значит, есть у нас функция f, действующая из e в f. Есть точка А, малая, предельная точка E. Предел будем находить исключительно в предельных точках E. То есть мы должны иметь возможность стремиться к этой точке А по тем элементам, в которых определена наша функция. Не обязательно эта точка принадлежит E. Это не обязательно. Кстати сказать, немножко я поспешил. Еще, ну, собственно, это можно в определение включить. Давайте мы одно понятие введем. Проколотая окрестность. Значит, проколотая окрестность – это окрестность точки, в которую не входит сама эта точка. То есть вот у нас, если у А это окрестность точки А, какой-то интервал, который содержит эту точку, то проколотая
эта окрестность, обозначается она с кружочком наверху. Это та же самая окрестность ОА, из которой выброшена сама точка А. Окрестность точки без самой точки. Ну, то есть тут вот я кружочек нарисую, да? Интервал, в котором выброшено или выколото, или проколото, это уж как хотите называть, из которого выброшена сама вот эта точка. Симметричная проколотая окрестность, ее можно вот так обозначить, да? Во-первых, это окрестность точки А, во-вторых, она радиуса эпсилон, а в-третьих, она проколота. Что это значит? Элемент x принадлежит вот такой симметричной проколотой окрестности, если для него выполняется двойное неравенство. X минус а с одной стороны по модулю меньше эпсилон, а с другой стороны строго больше нуля. Ну, то есть, вот здесь у нас а плюс эпсилон, здесь а минус эпсилон. И вот любой элемент этого интервала, кроме самой точки А, как раз лежит в симметричной проколотой окрестности. Вот имея такое понятие, давайте продолжим определение предела. Значит, вот f это функция, а это предельная точка. Говорят, что предел функции f от x, когда x стремится к а малому, равняется а большому. У нас теперь есть две дополнительные точки. Одна это вот, одна как-то связана с иксами, а это уже значение как-то связанное со значениями функции. Если для любой окрестности а большого, никакой не проколотой, самой обычной, обратите внимание, найдется проколотая окрестность а малого, такая, что для любых иксов, принадлежащих одновременно вот этой проколотой окрестности и входящих в область определения функции, выполняется f от x принадлежит у а. Вот определение предела функции на языке окрестности. Можно картинку нарисовать. Без картинки будет как-то тоскливо, да? Вот у нас какая-то функция, да? Y равняется f от x. Ну, вот это, предположим, точка А, да? Я утверждаю, что вот эта точка является пределом функции. Почему? Какую бы я ни взял окрестность точки А большой, вот так у нас функция ведет себя, да? Какую бы я ни взял окрестность точки А большой, я могу выбрать окрестность точки А маленькой, такую, что какую бы я ни взял здесь точку, какой бы я x ни взял, этот x перейдет на оси y в точку, лежащую вот в этой окрестности А. Вот если бы я взял где-то здесь x, то я бы, конечно, не попал в эту окрестность. Но я взял, видите, маленькую окрестность, и в этой окрестности все точки переводятся в какие-то элементы из окрестности А большой. Это означает, что в точке А у нас имеется предел равный А большой. А когда такого не будет? А вот, например,
посмотрите. Вот такая ситуация. Вот у нас какая-то точка А. Вот у нас функция. А эта функция испытывает скачок. То есть она вот здесь непрерывно, а потом тут уже продолжается здесь. Вот в этой ситуации в точке А предела нет. Да? Потому что, ну скажем, предположим, я вот хочу доказать, что эта точка является пределом точки А. Я беру какую-то окрестность. Какую я могу взять какую угодно, то есть маленькую. Да? Вот примерно такую. Смогу я выбрать окрестность А малой, чтобы любые точки переводились моей функцией в окрестность А? К сожалению, нет. Вот с этой стороны смогу, они попадут сюда. А с этой нет, потому что они бог знает куда выйдут, вот сюда. То есть если я А уменьшу, то уже эти точки не попадут. И сколь бы я не выбирал маленькую окрестность этой точки, я все равно буду попадать на такие точки, которые в А не попадут. Вот, значит, предела нет. А почему мы выбираем проколотую окрестность? Да? Видите, оказывается, что важно, чтобы это выполнялось для всех точек, кроме самой точки А. Потому что, вот, посмотрите, предположим, у меня в самой этой точке функция ведет себя как-нибудь по-дурацки. Скажем, у нее вот здесь значение, да? В одной единственной точке. Нарушает ли это свойство функции иметь предел в точке А? Нет, потому что я здесь рассматриваю только проколотую окрестность, а любые точки неравные А прекрасно переводятся сюда. Вы скажете, а почему так вот по-дурацки? Зачем такое ограничение? Что за дурацкая функция? Да? Ну, потому что свойство предела не зависит от значения вот в этой конкретной точке. Во-первых, в этой точке вообще может функция не иметь значения. Да? А во-вторых, она может себя в окрестности точки вести как-то одним способом, а в самой точке вести себя по-другому. Ну вот. Что еще в определении нуждается в разъяснении? Значит, главное, что у нас теперь, видите, явным образом возникают две окрестности. Одна окрестность самого предела, а другая окрестность той точки, в которой мы находим предел. Ну вот если сравнить это с определением предела, вот самым последним, который мы сегодня обсудили, то мы видим, что это в точности такая же ситуация. Да? Ну просто для последовательности удобнее использовать не понятие окрестности бесконечно удаленной точки, а просто взять какое-то n. А вот тут удобно именно окрестность. Хотя нам будет удобнее почти всегда и это определение переводить на язык симметричных окрестностей. Вот давайте мы это сделаем, и, видимо, на сегодня уже это будет все. Как и для последовательности, мы можем дать эквивалентное определение предела функции на языке эпсилон. Только здесь у нас был язык эпсилон n, потому что мы по эпсилону брали какое-то большое n. Это можно себе представлять как что? Как радиус окрестности бесконечно удаленной точки. А здесь у нас две окрестности конечных точек. И поэтому, скорее всего, вот тут, конечно, радиус будет эпсилон, как обычно, а здесь тоже надо взять какое-нибудь число, может быть и не очень большое. Вот традиционно для второй окрестности симметрично используется буква дельта, маленькая. Дельта. И вот определение предела функции дается еще на языке, который называют эпсилон дельта. Ну вот, я сейчас рядом напишу, и мы увидим, как эти определения соответствуют друг другу. Для любой окрестности А симметричной, что это значит? Для любого ее радиуса эпсилон найдется что? Найдется некая симметричная окрестность А малой. То есть найдется некая окрестность радиуса дельта. Тоже больше нуля. Такая, что для любого икса, вот теперь я должен это условие записать. Но то, что он принадлежит Е, я так и напишу, я по-другому это не смогу сделать. Да?
А как мне записать, что он еще вот этой вот проколотой окрестности принадлежит? Ну вот вспомнить надо, что это означает вот такое двойное неравенство. Да? Он принадлежит как раз дельта окрестности точки А. Проколотой. Мы выбрасываем те иксы, которые в точности равны А. Вот это я записал условие, что x принадлежит к пересечению таких окрестностей. Он одновременно входит в область определения функции, и для него выполняется такое двойное неравенство. Что для этого должно выполняться? Ну, тут все вам знакомо. f от x должна принадлежать эпсилон окрестности точки А. То есть выполняется, что f от x минус А большое меньше эпсилон. Тут никаких условий на 0 нет. Это самая обычная окрестность. Вот стандартное определение предела функции на языке эпсилон дельта. На языке эпсилон дельта. По-хорошему, конечно, надо было доказать, что эти два определения равносильны, но мы уже этим не будем заниматься. Если хотите, можете доказать сами. Все на сегодня.